Очередной умный робот-пылесос от Анкеров. Сухая и влажная уборка, интеллектуальная динамическая навигация, разумеется, есть Wi-Fi и управление через программу. Компактный дизайн, большая сила всасывания 2000 паскалей, разумеется, как и все он, самозаряжающийся, тихий, датчик отслеживания поверхности и адаптация к ее изменениям есть. Автоматическая возвратная очистка, голосовые подсказки о состоянии вашего робота-помощника, который, разумеется, можно отключить, удобное управление через приложение, ограничительная лента в комплекте, технология защиты от падения и спокойное преодолевание перепадов высоты. Да, этим всем нас не удивить, но новинок много и хочется знать о них больше. И желательно не только хорошее. Сейчас о нем подробно расскажу. Tube 887, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю, ежемесячно разыгрывают 5 Mi Band'ов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Алишке. Они, кстати, у меня именные во время распродаж появляются. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стримах, как раз сегодня. А сегодня я расскажу вам о роботе-пылесосе Anker Eufy Robovac G30 Hybrid. Начнем. Упаковка белая, минималистичная. Ничего особенного на ней нет, все стандартное. Изображение пылесоса, название на некоторые фишки, которые нас с вами должны приманивать к покупке данного девайса. В комплект входит, естественно, сам пылесос, зарядная станция из легкого пластика с основанием для моющей насадки, адаптер питания, ограничительная полоска 2 метра, которая не позволяет вашему пылесосу проехать туда, куда бы вы ни хотели. Плохо, что полоской, потому что у некоторых уже есть виртуальные стенки без них. Далее 2 боковые щетки, но крепится к пылесосу только одна получается запасная. Идем дальше. Дополнительный сменный моющий фильтр Unibody, за что тоже огромное спасибо производителю, так как не нужно бегать и искать по магазинам новый. Это занятие можно отложить в долгий ящик. Фильтра надолго хватит. Все у вас под рукой. Резервуар для воды объемом 130 мл. К нему 1 моющаяся тряпка и 5 одноразовых салфеток для мытья полов. Фильтрующие элементы 4 штуки, 5 кабельных стяжек, клейкая лента 3М, 1 щетка для очистки и практически 5 одинаковых книжек инструкций. Приветственное руководство и ничего на русском. Ну да ладно, мы привыкли. Но на официальном сайте все же для нас представили инструкцию на родном языке. Довольно большой комплект, и это очень приятно, но не удивительно. Anker всегда так делает, даже с наушниками. Переходим к самому пылесосу. Дизайн приятный глазу, не броский. У меня он коричневого цвета, но ничем необычным не выделяющийся. Бывают еще белые. Корпус изготовлен из закаленного стекла и качественного пластика. Бампер подвижный, наверху находится индикатор состояния Wi-Fi, кнопки управления автоматической уборки, подзарядки и точечной уборки. Опять же, все как у всех. Справа сбоку находится инфракрасный датчик и основной выключатель питания. С тыла вставляется пылесборник на 450 мл. На нем есть сразу кнопка для извлечения, и с помощью этой же кнопки открывается контейнер. В нем же находится сменный фильтр, который очень легко извлекается. Если перевернуть робот-пылесос, видим 4 датчика перепада высоты, 2 датчика преград, контакты для зарядки, датчик отслеживания пути, отсек для аккумулятора, вращающаяся щетка за защитой, выделенная в формате спирали, далее колеса, основное и поворотное, и последняя боковая сменная щетка. Если говорить о габаритах, они составляют 325 мм в диаметре, 72 мм в высоту, а вес 2,5 кг. На борту помимо уже упомянутых датчиков есть гироскоп и датчик обнаружения зарядной станции. Емкость аккумулятора на 2600 мАч. У меня он убирал помещение в режиме Boost IQ, 32 метра квадратных за 43 минуты, и заряда осталось чуть больше половины. Полный цикл зарядки 5,5 часов, шумный он только в турборежиме, с включенным обычным режимом в повседневной деятельности его не заметишь, либо я уже привык. По тестам его шум составляет всего 55 дБ. Потребляемая мощность 40 Вт, мощность всасывания 2000 паскалей, умеет строить карту помещения. Wi-Fi однополосный, на 5 ГГц не поддерживает, только 2,4 ГГц, что довольно странно, потому что аппарат новый. Имеет 3 вида уборки: авто, точечный — это уборка по траектории спирали, дальше зональный и 4 режима скорости: стандартный, турбо, максимальный и Boost IQ, который обеспечивает автоматическое переключение между стандартным и турбо режимом с учетом особенностей поверхности. В основном я использовал как раз этот режим. Режима влажной уборки как такового нет, просто к пылесосу прикрепляется емкость с водой и моющей насадкой, а он работает в обычных своих режимах. Как только G30 заканчивает уборку и разряжается батарея, он отправляется на док-станцию. Индикатор постоянного подключения питания и 2 контакта для зарядки. С тыла отсек для кабеля питания и разъем для него же. Управление со смартфона есть, и оно очень простое и удобное. Главное, чтобы было
постоянное подключение к Wi-Fi вашего робота. Приложение называется Elfie Home, для iOS и для Android она есть. Самое крутое, что оно полностью переведено на русский, причем без косяков. В приложении мы можем обновить прошивку, и делать это обязательно, иначе в один момент пылесос перестанет откликаться на команды с вашего смарта, как это было у меня, потому что я сразу не обновил прошивку. Помимо настроек самого приложения, думаю, и так всем понятно, что мы имеем управление режимами, кнопка начала и остановки уборки, отправление на подзарядку, включение точечного режима уборки, есть возможность установить расписание уборки на каждый день в нужное время. Очень удобная функция, когда уходишь на работу, а он начинает все убирать к твоему приходу. Вы же в курсе, что уже года 3 у всех так. Плюс журнал уборки, в котором есть информация об убранной площади и времени, потраченном на это. И сразу же видна карта помещения. Далее тут же на главном экране в режиме реального времени мы можем наблюдать зону и время уборки, плюс карту пройденного маршрута, тоже в реальном времени. Идем дальше. В настройках иконка тут же на главном экране. Имеем помимо стандартных и всем привычных настроек, настройки голоса, поиск робота-пылесоса и ручное управление. Русской озвучки голоса пока нет. Также есть возможность управлять им через голосового помощника Amazon, Алиса и Google Assistant. Я пользовался Яндекс Алисой, все работало как часы. Если во время уборки у Элфи возникали неполадки, он тут же вышлет вам на телефон оповещение, чтобы вы могли как можно скорее устранить эти казусы. И снова все как у всех. Теперь к самому интересному. Это тесты на крупу рис. Вообще я его тестил месяц и могу сказать, что справляется он хорошо со своей работой, кроме крупы или какими-то более крупными механическими частицами. Мы же все прекрасно знаем, что крупа и гречка в принципе никакой пылесос не соберет сразу. Примеры вы можете видеть сейчас на экране уборки. На основную щетку волосы не наматываются, шерсть на ней тоже не остается. Но даже если и случалось подобное, без каких-либо проблем все очищалось. Турбощетка неразборная. Из минусов самоочистки нет, часто не замечает преграды ниже 1 см. В моем случае это ножки от сушки, наезжает на них, а съезжать не может и начинает присылать сообщения о помощи. Вот и приходится бежать на помощь другу. В целом ценник свой отрабатывает. Я уверен, что еще и прошивку допилит и еще будет лучше отрабатывать. Предоставил мне для обзора этот пылесос производитель без условий ТЗ. Купить его можно в любом магазине, для примера можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Резюмирую, робот-пылесос отличный, мне для наполнения канала самое то. Даже несмотря на его недостатки, ценник, правда, однозначно космос для российского ритейла. Но раз это анкер, а 2 это новинка, ничего удивительного. И разумеется, что веник тоже может выполнять все эти функции, как и тряпка, но удобнее с пылесосом. Приходите сегодня на стрим с розыгрышем, пишите, что еще хотите увидеть на обзор, добавляйтесь во все социальные сети, одна из самых интересных — это телеграм-канал взаимопомощи. Также в описании к видео есть ссылка. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!